Всем огромный привет! Всем привет! Вы на канале Живи в радости. Мое имя Владимир. Это моя жена Нелли. И сегодня мы будем с вами готовить блюдо под названием Харчо. Это чисто национальное блюдо, грузинское, в переводе означающее говяжий бульон. наши ингредиенты, из чего будет состоять наш суп харчо. Это говядина, мясо на кости. Тут почти 2800, ну 2,5-2800. Это лук, перец болгарский. Лук маленьких головок где-то штук 7. Смотрите, мы 2 луковицы будем кидать в бульон, для того, чтобы бульон был насыщенный и вкусным. Вот. Остальное все будет идти у нас в зажарку. Также морковь идет у нас в бульон, 1 штука большая. Перец болгарский тоже в бульон идет. Чеснок у нас где-то тут Штук 5-6 да, зубчиков. Зелень. В зелени обязательно присутствует кинза, петрушка, укроп и зеленый лук. Также у нас будет грецкий орех 100 грамм, риса 2 стакана. Уже промыли его, он чистый. Чистенький рис, да. Вот такой красивый он. Томат. Это домашний томат у нас перетертые помидоры. Аджика. Будет томата где-то пол-литра, но может чуть меньше, больше будем смотреть по вкусу. Также аджика, где-то пару ложек. И обязательно у нас ткемали. Ткемали тоже будем по вкусу смотреть, чтобы не сильно кислый был. Да. Специи у нас соль, смесь перцев, у нас хмели сунели и также у нас паприка. Но кто хочет, может какие-то другие, там кориандр подсыпать, еще какие-то. Ну, у каждого вкус разный. Добавляется горький перец стручковый. Да, вообще это блюдо горькое, ну, острое, да, грузинское. Так как у меня жена не любит острое, то будем использовать только смесь перцев и то в малых количествах. Так, нам подсолнечное масло подсолнечное масло, да, понадобится. На нем зажарку будем делать. Ну, вроде все так, да? Сейчас мы будем нарезать лук и делать зажарку. Это в первую очередь. А потом поставим варить бульон. Так, нарезаем лук. У нас сегодня холодно очень. Да, у нас холодно. Сегодня ночью было около -7. Так, нарезаем лук мы кубиками, ребят. Кубиками. Меленькими. Мы сейчас нарежем лук и сделаем зажарку с томатом и с аджикой. А потом, когда поставим варить бульон, потому что бульон говяжий. Ты меня опередила прям. Я хотел только пообщаться, а ты вот это все рассказываешь. Вот, а я расскажу пока. Бульон говяжий, он варится долго. Вы же сами знаете прекрасно, что говядина варится час-полтора, когда и 2. Вот. Так что, и мы, когда будем варить уже бульон, поставим, чтобы он варился у нас, мы будем все остальное резать. Ну да, надо будет. Просто сейчас, смысл нарезать, бульон будет вариться около, сколько там, часа-полтора, да? Часа полтора-два, там, в зависимости, сейчас от мяса будем смотреть. Да. Жена пока пойдет погреется. Прохладно на улице. Прям и ветерочек еще дует. Как-то некомфортно. Посходили тюльпаны у меня, и, представляете, ночью мороз до 7 градусов доходит, и я боюсь, что как бы они у меня не померзли. Ты же их накрыла-то? Ну, накрыла, но... Лучок переживаю. меленько. Так, что у нас там еще? Ну, вообще, я видел на ютубе, Снег срывается. Многие готовят еще и, не только с говядиной, да, а там как там говядина и еще какое-нибудь там мясо. Баранину добавляют. Баранину или свинину. Но вообще это, если готовить по рецепту грузинских поваров. Да, по классическому, то там идет только говядина. Оно в переводе обозначает, что это говяжий суп, бульон. Говяжий бульон. Разжигаем огонь.
А снег начал срываться. Сейчас бы быстренько поджарочку сделать, бульончик поставить, и уже не так страшно. Ставим наш многоуважаемый казан на 12 литров. Дадим ему нагреться. Казан наш уже подогрелся. Наливаем подсолнечное масло. Ну, где-то грамм 50. Немного для поджарочки. Дадим нашему маслу нагреться. Так, масло наше подогрелось. Отправляем в казан лук. Обжариваем его. Обжариваем его до золотистой корочки. У нас снег прям пошел, хлопьями. Так, лучок наш уже подзолотился. Отправляем туда томатную, ой, не томатную пасту, а Томат. томат Перетертый. отправляем, да. Нет, кстати, у кого нет томатной пасты, томата, тогда можете использовать и томатную пасту. Обжариваем. Минутки 3, не больше. Чуть-чуть. Сейчас. Да, просто не у всех же томат перекрученный есть. Тогда можно томатную пасту добавить. Она и цвет даст. Так, томат у нас поджарился, подпарился. Добавляем аджику. Жена комментирует. Добавляем аджику. Ложки 2 для начала. Там будем пробовать. Что ты молчишь? Ты занята? Да. Обжариваем тоже где-то минутку, 2. Ну вот поджарилась наша поджарочка. Мы сейчас ее будем выкладывать. Да, уже поджарилась, можно выкладывать. Так, выкладывай. Поджарочку выкладываем. И я сейчас выложим, и я быстренько казан сполосну. Уменьши, пожалуйста, огонь чуть-чуть. Так, ребят, мы варим бульон. Выкладываем мясо. Вот такое у нас красивое оно. Много его. И заливаем холодной водой. Холодной водичкой заливаем. Ну, примерно литров 5 для начала. А там посмотрим. Вот сразу кладем в бульон перец, морковку и 2 луковички. Вот так. Вот так у нас бульон. Это даст насыщенность. Правильно? Да. Так, и Вкусноту бульона. огонь на максимум, пусть у нас закипает. Закипает. Потом будем снимать пену. Да, и потом будем снимать пену. Так, ждем, пока он закипит. Вообще бульон примерно будет вариться час-полтора, может 2. Будем смотреть по мясу. Накрываем крышечкой. Ждем закипания, снимаем пену. Ну, пока варится наш бульон, вот, мы будем нарезать все, что нам нужно для приготовления супа харчо. Это зелень, чеснок. Так. И потолкать нужно будет нам в ступе. Потолочь. Потолкать. Потолкать. Потолочь нужно будет нам грецкий орех в ступе. Вот. Да. Солнце, нарезай давай чеснок, и я буду зеленью заниматься. Хорошо. Вот сюда Жена мне Вот сюда складываем. доверила самое такое. То, что я не люблю делать. Ага. Нарезаем чесночок. Меленько. Значит, Как всегда, все придавливаем, меленько. да, придавливаем. И меленько вот так вот нарезаем.
Нарезаем. Придавливаем, чтобы он сок пустил. И нарезаем. Так, зелень мы порезали, чесночок мы порезали. Сейчас Ты что уже жуешь? орешек. Сейчас подтолчем орешки. Да. Будем орешки. Такая ступа у нас. Сейчас. Ну, тут где-то ориентировочно 100 грамм. Все, не высыпай. Ну, все. Ой, чуть не упал орешек. Берем ступу и вот так прям толчем меленько их. Для чего орешки? Они дают какую-то вкусноту. Во-первых, орех масло выделяет определенное. Вот, Да. они дают вкус, и также они густоту дают орех. Но самые важные ингредиенты это вот именно орех и ткемали. Ну и говядина. Так, у нас закипает бульон. Сейчас будем собирать пену. Пену собираем. Обязательно, чтобы бульончик был чистенький. Ребят, так как этот суп должен быть густым, вот, и как бы это Вообще по рецептуре. рецептуре, Да. да. Он вообще там варится, знаете, кладется мясо, и вода добавляется на 2 пальца выше, чем само мясо, чтобы густота была. Но мы хотим не второе блюдо, как оно должно быть. Мы хотим суп. Да. И без этого у нас Чтобы немножко... у нас как супчик был. Да. У нас бульона побольше. Так, сейчас крышечкой накрываем. Нужно, чтобы бульон закипел хорошо, тогда еще соберем Да, пены. еще будем собирать пену. Это не один раз мы собираем, еще раз собираем. Ну вот закипел наш бульон. Сейчас собираем всю пену дальше. Вот тут. Огонь пока на минимум, чтобы у нас пена по казану не летала. Так, ну пену мы собрали. По возможности еще Да, собираем. будем собирать по чуть-чуть. Вот. Теперь мы ставим на маленький огонь. Стоит на маленький. Вот. И будем поставим, и пусть оно томится у нас. Накрываем крышечкой. И где-то через час подойдем, да? Да. Так, у нас прошло 1,5 часа. Покипело уже. Покипело. Вот наш бульон красивый. Вот, мясо готово. Оно, видите, даже от кости отходит. Ну, готово мясо. Да, аккуратненько. Мы его вытаскиваем. Потому что нужно его разделать на кусочки маленькие, порезать. Ах, красиво. Вкусняшка. Да, она уже отходит от кости. Вкусняшка. Мясо от кости отошло. Вот. Сейчас еще этот кусочек. Так, также вытаскиваем наши вареные овощи. Они нам не нужны, мы их будем выкидывать. Да, мы их Они все, что выбрасываем. можно, уже дали нам. Все вкусности, все дало. Полезности. Там еще мясо где-то, по-моему, было. Сейчас. Бульончик чистенький, да? Да, бульон чистый. Что мы делаем? Мы сейчас Вот. закладываем рис. И даем рису повариться минут 10. Пока мясо разбираем, да, или нет? Да, ну поставим, сейчас он немножко остынет и разберем его. Выкладываем наш рис. Неправильно. Рис выкладываем. Так неудобно. Чуть огня добавлю. Рис холодный. Чуть огня добавить. Давай шумовочкой помешаем. Шумовочкой помешаем чуть-чуть. Крышечку закрывай. Вот какой красивенький. У нас обычный рис, да, белый брали. Есть берут длиннозерный, еще там разные. Но мы взяли обычный. Ну, пока варится наш рис, ему 10 минут надо повариться. Вот, я попробую разобрать мясо. Она, правда, горячая, но сейчас это попробуем сделать. Все, что лишнее, мы отрежем сейчас. Только лишнее. А я пока контролирую, как жена разбирает мясо. И что лишнее, буду доедать. Да, говядина. Надо еще Тимоше кусочек маленький дать. Да, там Тимоша ждет нас. Красивое мясо.
Вон, видите, она даже рвется. Да, оно прям рвется. Вот это самое оно. Вот так, в принципе, и должно оно быть. И мясо обязательно на кости. Потому что чтобы навар прям хороший был. Тоже я смотрел много на ютубе там, где просто порезали мясо, не на кости, ничего покидали и все. Бульон. Так не должно быть. Так, перекладываем. Харчо должно обязательно на кости. Еще мы смотрели, один мужчина, да, грузин делал. Он вообще обжаривал мясо, но мы не стали обжаривать. У нас, ну, во-первых, казан сейчас один пока, ну, негде просто обжарить. Это сковородку надо ставить. Оно бы еще вкуснее было. Обжарить мясо, вытащить. Потом уже, да, бульон, по-моему, Конечно, варить, да, да. так еще вкуснее Ну, было. как-нибудь Но летом сделаем, потому летом, что да, обязательно переделаем, покажем еще. один рецепт. Да, еще один рецепт сделаем. Теплее будет, то сегодня холодно. Так, разбираем, да, Да, на порционные на кусочки, порционные да? кусочки, да. Небольшие. Мгм. Покажи, какой кусочек там, хоть один. Вот такой. Вот. Ага, вот такие небольшие кусочки. Все, разбираем мясо. Пока у нас рис чуть-чуть поварится сейчас. Сейчас разберем. 10 минут варится наш рис. Сейчас я посмотрю на него. О, ну все, замечательно. Уже хороший. Хорошо, да. Сейчас будем добавлять нашу заправку. Красивый цвет приобретает наш супчик. Добавляем наши специи. Перчу сама. Давай, может, я поперчу? Нет. Паприку. Поперчили чуть-чуть, теперь паприку ложку. Парочку. Даже парочку, ну давай парочку. Хмели сунели. Я положу ложечку. Ложечку, да. Специя прям в честь меня названа. Сунели. Перемешаем. Ребят, солить буду в конце. Потому что я всегда солю в конце. Насыщение произойдет всего. И как бы у нас же там и аджика она соленая, и у меня томат соленый был. Вот. Сейчас мы добавим кемали и грецкий орех. Так, грецкий орех. Перемешиваем. Вот, и сейчас будем кемали добавлять. Кемали будем по вкусу добавлять. Сейчас пару ложек положу, попробуем. Емали она дает кислинку. Кто любит, ну, кисловатый, побольше ложите. Кто не сильно кислое, много не ложите. Ну, можно еще ложечку. Так, и вот так вот мы оставляем его минут на 10. Прошло у нас еще минут 5, наверное, 7. Сейчас добавляю мясо. Цвет какой красивый. Ага. Да, вот, аккуратненько, да. Отправляем мясо в казан. И еще дадим. Дойдем. Дадим. Да, я помешаю. Сейчас. Минут 5 ему вот так повариться. Да, минут 5-7. Чтобы теперь мясо насытилось нашим бульоном. Да, красивым бульончиком. Цвет просто шикарный, да? Угу. Крышечка накрываем. 5-7 минут. Заправляем зеленью, чесноком, и харчо готово. Покипело наше немножко мясо вместе со всеми специями. Будем солить. Добавляю пока столовую ложку и пробую. Добавляем чеснок. И зелень, да? И зелень. И 2 минутки и выключаем. Тут не выключают, тут снимают.
Вот такая вот красота. Накрываем крышечку. 2 минуты и снимаем с огня. Вот такой красивый у нас суп харчо получился. Пахнет изумительно, просто всеми специями и орешками. И хмели сунели. Так, Вот. сейчас будем наливать и пробовать. Ой, красота. Запахи не передать. И все-таки он у нас получился не жидкий. Хоть мы и любим пожиже, но все равно получился он такой у нас. Густоватый. Ну, Густоват. Но он наверное, такой и должен быть, Да. густой. Ну-ка, пробуй, жена. Да что-то ты долго дуешь. Ну, горячий сильно же. Обожгусь. Надо было мне сначала дать тогда. Ну-ка. Кинзочка вообще тут в тему. Хотя некоторые ее не любят, но она тут прям в тему. И петрушечка, да, очень вкусно. Так, давай заканчивать, пошли есть. Хорошо, заканчиваем. Вкусно. Очень вкусно. Друзья, готовьте это блюдо. Очень вкусное. Вообще. Оно несложное. Вот Да. правда, оно несложное. Но его легко. Ну, нужно соблюдать все ингредиенты. Ингредиент. Ингредиенты. Я не могу выговорить это слово почему-то, оно мне не дается моему речевому словарному запасу. Друзья, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Смотрите, давайте нам идеи. Может Да. быть, по вашим просьбам что-то будем готовить. Пишите в комментариях, вступайте. У нас появилось сообщество ВКонтакте. На главной странице можете найти ссылочку. Пишите там, пишите в комментариях. Может, что-то вы посоветуете, может, какой-то рецепт посоветуете. Мы обязательно приготовим. Всем спасибо. Спасибо всем. До свидания. До новых Пока-пока. встреч. Пока-пока. Где твое место? Где место? Может, на место надо остановить. Ты готова? Нет, Нет. Ну ладно, я готова. говори. Ты готова, я готова. Все готовы. Это чисто грузинское блюдо, национальное. В переводе с ихнего языка обозначает говяжий бульон. Харчо готовится настоящий только с говядины. И еще оно в переводе обозначает густой суп. Там был густой суп в переводе. В переводе просто говяжий бульон. Буся, Какая разница? короче, наговорили. Всё, Давай подряд. по новой. Давай.